Привет, ребята! Как вы, небось зимняя хандра нахлынула? Пора прекращать грустить, тут новый крутой эксперимент от Live Today подъехал. Да не просто, а очень заряжающий, только немного напряженный в прямом смысле этого слова. Интересно? Сейчас покажу и расскажу. Для съемок данного видосика я взял в аренду очень необычную установку. Она способна генерировать высокое напряжение, так что попусту играться с ней не стоит. Называется этот чудо-аппарат AID-70, расшифровывается как аппарат испытательный диодный, а цифра означает, что он способен выдавать 70 киловольт, то есть 70 тысяч вольт. Да, штука эта далеко не новая, местами подертая краска, жизнь походу потрепала. Ну, главное, что фурычит, а все остальное мелочи. Так как работа предстоит довольно серьезная, то и внешний вид шуточным быть не может. Будем все выполнять с применением специальной защиты и диэлектрических перчаток. Чтобы получить возможность самостоятельно работать с этой установкой, мы предварительно прошли обучение, инструктаж, но на всякий случай съемка будет происходить под присмотром опытного, высококвалифицированного специалиста. Все-таки напряжение это совсем не шутки, а если такое высокое, как у нас, то тем более. Так что не повторяйте увиденное на экране, мы все делаем исключительно в ознакомительных целях. Теперь пройдемся по составляющим нашего прибора. Состоит эта штука из испытательного и высоковольтного блока. Второй, кстати, еще называют кинетроном. Запоминать не обязательно, это для всестороннего развития. У кинетрона есть отвод земля и высоковольтный вывод. Без специальной защиты тут никак не обойтись. Как только происходит пробой между землей и высоковольтным проводом, она срабатывает и никого рядом не фигачит током. Ладно, в теории разобрались, пора проверить прибор на практике. Первыми испытают силу тока эти разноцветные маленькие колобки арбизы. Раньше мы их уже подключали к сети в 220 вольт, но вы сами понимаете разницу между напряжениями тогда и сейчас. Амбиции немного увеличились. Вставляем проволоку и подключаем установку. Первый блин комом, хотя в принципе логично, что срабатывает защита и ничего не происходит. Все-таки арбизы на 99% состоят из воды. Если пробовать увеличить зазор между арбизом и высоковольтным электродом, то происходит пробой. Напряжение при этом порядка 30 тысяч вольт. Вообще как-то стрёмно представлять такие числа, говоря про напряжение. Чтобы оживить это мертвое царство, решили выстроить их в ряд, но не плотно. Оставили небольшой зазор между ними, а самые крайние подключили к установке. Ща будет мясо. Вместо мяса у нас началась дискотека. В принципе, тоже неплохо. Эти водяные шарики решили немного потанцевать, а поспособствовало тому напряжение в 23 киловольта. Мне кажется, при таком раскладе любой бы начал танцевать. На финал случился пробой электрической дуги через все арбизы. Произошло это при напряжении в 40 тысяч вольт. Так что респект колобкам. Ну что, угадали, кто будет следующим? Наши давние гости куриные яйца. Для начала отправим на испытание одно кока. По традиции немного придаем его жизни эмоций и рисуем яркую мордаху, чтобы ему не так страшно было. Соединяем яичко с установкой и нагоняем напряжение. О, скорлупа начинает потихоньку выгорать. Может, омлет скоро будет? Придумывает. Теперь проверим на стойкость к напряжению главный ресурс всех физруков и сантехников. Гадалки не ходи, это спирт, ребята. Только выливать будем не в рюмку, а в чашку Петри. Хотя особо изощренные и так сумеют продегустировать сие зелье, а вам не советую. Подключаем и начинаем смолить. Ух ты, почти музыкальный фонтан получается, только без фонтана и музыки. Но жидкость двигается. Решили для большей детальности эксперимента замерить температуру до подачи высокого напряжения и после. Как видим, начальная температура порядка 23 градусов по Цельсию. Врубаем наш реактор на всю мощность.
Пару минут прошло, что там градусник вещает? Нормально так, 41 градус, и это всего за 2 минуты. Ребята, все видели кадры из фильмов, как водка в барах красиво горит? Сейчас будет покруче. Чтобы поджечь спирт, нам нужна искра, а для искры нам нужен зазор между спиртом и высоковольтным проводом. Как вы понимаете, там где электричество, там и синяя изолента. Когда эта гениальная конструкция готова, можно врубать установку. О, как вам костер? Быстро накрываем сосуд, чтобы весь кислород выгорел и огонь потух. В темноте еще круче смотрится. Ух ты, за такие классные кадры и лайк грех не поставить. Надеюсь, намек поняли? Ребята, вот уже зима, морозы начались, поэтому мы следуем трендам, как без льда. Мы тщательно подготовились, и чтобы получилась такая глыба, заморозили воду в небольшом сосуде. Видимо, балкон и минусовая температура обладает какой-то магией, ибо внутри этого бруска появилось какое-то образование. Кто знает, почему так получается, дайте знать в комментах, интересно будет почитать. Соединяем нашего страдальца с устройством и начинаем жечь. Поначалу ничего не заметно, но если понаблюдать, то разницу видно на лицо. Напряжение создает нехилую температуру и глыба плавится, думаю, всем понятно по какой причине. Опа, а вот и искры подъехали, под слоем льда вообще круто выглядит. О, он так растаял, что деревянная подкладка в стороне не осталась и тоже немного подгорела. Пришлось даже переставить электрод, а то еще студию спалим. Да, хоть до конца добить лед не получилось, но его часть мы точно растопили. За свет теперь, правда, придется дофига заплатить. Ну, ваши лайки того стоят. Еще раз напоминаю, что с напряжением лучше не играться, а вот подписаться на канал и шмякнуть на колокольчик очень даже рекомендую, чтобы не пропускать новые ролики. В комментах пишите, что еще испытать высоким напряжением, и мы это обязательно сделаем. А пока, пока-пока.